Друзья, напомню, что выставка «Русский импрессионизм современный» работает до 9 октября в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской, 18. Второй этаж, арт-пространство «Коробка». Приезжайте. Выставка масштабная, 44 художника представлены на ней, так что приезжайте, получите удовольствие точно. Эллен Лайт. Классные работы у ребят. Пересматриваю спустя время, может год даже, и совсем другое впечатление от работ. Писать на пленэре, на натуре, в команде с ребятами, с мощными художниками – это всегда большая радость. Во-первых, мы встречаемся, давно не виделись. Во-вторых, есть эффект группы, которая творит с утра до ночи, не покладая рук. Ветер, дождь, холод не имеют значения, все идут работать. Это какой-то порыв, он длится, может быть, неделю, может быть, 2, в зависимости от пленэра. Работы, выполненные на таких пленэрах, несут в себе вот энергию тех мест, заряда вот этого группового экстаза такого. Поэтому я советую объединяться с друзьями-художниками в небольшие группы и вместе писать, выезжать куда-нибудь, в любое место. Главное, что вы на этот момент, я не знаю, на неделю, вы погружаетесь в дело, в любимое. Вы говорите всем своим делам: подождите, меня не будет неделю, и занимаетесь этим вдохновенно. Поэтому объединяйтесь, пишите. На природе, я много раз говорил, что именно на природе глаз видит в миллион раз больше оттенков, чем передают какие-то фотокарточки, какие-то компьютерные изображения. Ты начинаешь придумывать, мучаешься, ничего не получается, потому что тут все съедается. Тут нет жизни в этой картинке, которая на компьютере. И нужен большой опыт, чтобы из того, что предлагает эта картинка на этом экране, сделать художественное произведение. Лучше всего, конечно, ехать и писать вживую. Тот, кто это делает, знает, о чем говорю. И я удивлялся. Был, я помню, семинар в Сербии. Приглашены были из разных стран художники. Я приезжаю. Я работал на пленэре, один. Еще кто-то со мной присоединялся. Из 20 человек. Все сидели в мастерской, курили, немножко чай пили и писали какие-то работы в мастерской. В этой непроветриваемой, может быть и проветриваемой, но душной от всяких угарных керосинов и прочее. И не выходили, хотя мы были в очень красивых местах. Один Новый Свет чего стоит. Я бегал каждый день на эти этюды и писал вечерние мотивы. Это вообще вечерние писать здорово, да. А в новом месте это какое-то волшебство. Столько материала с того еще пленэра я привез. И помню, что сделал работу человек с воздушными шариками, как-то что-то так называется. Но еще хочу вернуться к этой теме, потому что очень красиво стоит мужчина, смотрит вверх, и у него громадное количество воздушных шариков. В общем, тема такая красивая. Джесси Нок Арт. В конце ролика фотографии, где из-за спины фотографируют. Вопрос: раздражают ли люди, которые тебя постоянно фоткают, даже не спрашивая иногда? А чего раздражаться-то? Вот, например, человек идет по улице навстречу и улыбается. Первая реакция, естественно, что ты улыбишься, да? А если не такая реакция, а может же быть и другая реакция, в ответ улыбаешься, тогда нет никакого напряжения. И от количества этих улыбок становится теплее же на душе. То есть люди, которые фотографируют, они улыбаются фактически тебе. Ты можешь улыбнуться в ответ, а можешь раздражаться, как одна знакомая делала. Она пошла своими ножищами на них.
Ну, на одного там японца он фотографировал без спроса. А он с радостью снимал. Он убежал вообще на другую лавку. Ну, она, девушка такая, у меня была на классе психолог, она знает, как нужно вести себя с теми, кто без спроса фотографируется. Ну, если относиться к тем, кто фотографирует как по умолчанию людям добрым, которые просто ну, радуются на природе, пишет художник. Это же явление, событие. Обычно это люди очень по-доброму все делают. Ну, ты же не можешь относиться к ним, даже если у тебя ничего не получается, со всей художнической прямотой. Я тут, понимаешь ли, делом занимаюсь, творю, все мешают. Куда бы от вас скрыться, чтобы вы вообще здесь не ходили? Когда же уже вы здесь находитесь? Ну, короче говоря, подобное притягивает подобное. Если вы открыты, то и подходят к вам люди открыты. Ну, бывает, что подходят пьяницы, или просто люди, которые начинают говорить, как нужно писать. Бывает. Заготовка всегда работает, что я учусь, простите, лучше не умею. Я недавно подошел, сделайте портрет. Я говорю, да я не умею писать. Ну, как же вы же делаете портрет, вот девушки рисуете. Я говорю, ну, это случайно как-то так учусь, и ничего не получается. А, ну ладно, учитесь, ладно. А один мужчина недавно говорит, я хочу, чтобы ты нарисовал портрет. Значит, меня, дочери, жены, зятя, еще чего-то там, человек 5 набралось или 6. Сколько будет стоить? Я говорю, да нет, я не умею ничего рисовать. Нет, ну ты же художник. Сколько будет стоить? Я спросил, ну а сколько для вас, какая цена ваша самая такая нормальная? Он говорит, ну 5 там, или 6 человек, ну 10 тысяч. Я говорю, рублей? Аж чего? Ну и я, не вступая ни в какие пересуды, говорю, нет, у меня портреты совсем не получаются, извините, найдите кого-нибудь другого. Жесинок еще пишет дальше, какой восторг. Один любимый художник показывает другого любимого художника. Спасибо, Жеся. Речь идет об Исааке Левитана, которого Жеся любит. И пишет, что у него была сложная жизнь, и он быстро ушел из нее. Если бы его больное сердце могло прожить еще 10 лет, мы бы столько интересных, тонких, невероятных пейзажей увидели бы еще. Да, Исаак Левитан очень тонкая натура, великолепные пейзажи, великолепное чувствование тона, цвета, можно любоваться, изучать эти работы с тем, чтобы тоньше видеть, замечать тончайшие различия в тональных отношениях. Это была всегда моя страсть – покупать книги. Не было интернета в юношестве моем учебном, художническом, но книги стоили дорого, и я в букинисте обложился. В общем, покупал. Все деньги уходили на книги, потому что их листаешь, смотришь, какое мастерство великолепное, изучаешь, набираешься опыта благодаря вот этому бэкграунду великих художников. И Левитан был один из любимых. Посмотрите как он передавал тепло-холод. Это же вообще какая тонкость. Он знал, он увидел это разделение на тепло-холод и почувствовал, и применял это в своей живописи великолепной. Так что отсылаю вас к тому, чтобы живьем работы его посмотреть в Третьяковке, ну и где угодно, в альбомах, в интернете. Елена М. Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, рекомендациями по постановке учебного натюрморта в домашних условиях. Смотрите за тем, чтобы была разная материальность предметов, блестящая, матовая, шелковая, опять там просто какое-то деревянное. То есть разная материальность, из разных материй, разной высоты, если какие-то горшки, вазы, высоты и величины объема. Большое, маленькое, еще меньше. 5 к 3. Вот это золотое сечение вам и поможет. Вот эти вот объемы, маленькое, поменьше, расстояние между ними разное. Вы все время играете в расстояние, в массы, в материальность,
принцип неодинаковости во всем, он всегда поможет. Не одинаковое расстояние, не одинаковая масса, что еще? Не одинаковая материальность, не одинаковый тон, не одинаковый цвет. Вот все выполняйте. И еще пожелание: не насыщайте натюрморт обилием предметов. Пусть их будет мало, но они все сгармонизированы. И хорошее дело дома учебный натюрморт освещать. Так что каким-то, я не знаю, светильником подсветите его так, чтобы были выразительные тени, падающие и собственные. Ну вот такое пожелание. Посмотрите вот этот анонс, и, может быть, вам этот урок по натюрморту, где мало объектов, и все выглядит вроде бы очень просто, но вот в этой простоте есть некая изюминка. Я люблю простые вещи, простые решения, несложные. И нужно поставить так натюрморт, чтобы он тебя зацепил. Внимательно смотрите на все отношения, чтобы все работало. Задний план, чтобы было все на контрасте. Возможно, на тепле и холоде, возможно, на объемах. В общем, чтобы был контраст. Не делайте пока в учебном плане натюрморты, где близкие отношения там, объектов и там, ткани или заднего плана. Делайте более сочные контрасты. Вот посмотрите этот анонс и посмотрите этот урок. Он поможет лучше замечать тональные отношения. Удачи! Натюрморт с виноградом. Очень сложный и очень интересный двухчасовой материал. Пришлось его закачать в школу, он в 2 частях. Но цена будет такая же, как и на одну часть. Ну, как обычно, вы видите то, что я пишу, холст с правой стороны, палитру, в которой делаются замесы, и мотив, который я пишу. Тонкие, нюансные отношения теплохолодности прописаны в этом натюрморте. Очень сложно писать виноград, потому что его нужно писать целостно, сохранить эту целостность и выбрать, какой группе или какой ягодке уделить особое внимание. И не запутаться в бесконечных бликах, и какого они цвета, и как это все скомпоновать, и как это соотносится с драпировками, с кувшином, который освещен с одной стороны теплом, с другой холодом. Вы смотрите, как художник сравнивает, что с чем, как он делает замесы, как он предпочитает одно другому, от чего-то избавляется во имя целостности. Задача сложная. И вы постепенно пропитываетесь вот видением работы, пониманием, как и что с чем сравнивать. Я пишу не молча, показываю и рассказываю, как ведется работа. Урок номер 26. Натюрморт с виноградом. Одним движением все это сделать.